Vim снова что-то выпустили. На этот раз усилитель мощности под названием VBearLink. Только вот здесь есть одна загвоздка. Усилителем мощности он называется чисто символически. В этом видео мы разберемся, почему это устройство скорее гибрид с амбициями, чем классический усилок мощи. Как его лучше применять, с чем он работает, а с чем не очень. И главное, как он звучит. Меня зовут Аркадий Зенин. Я основатель компании Premium Hi-Fi. Мы находимся в Риге и помогаем людям соединяться со звуком без боли, суеты и ненужных иллюзий. Viberlink выглядит абсолютно так же, как и все семейство устройств от Vim Ultra, Amp, Amp Pro. Но в отличие от своих пластиковых родственников, здесь корпус сделан из цельного алюминия. Очень приятно трогать, особенно если вы аудиофил с кожей, способный различать текстуры по частоте прикосновения. Хотя внешне он все такой же квадратный минималист со скругленными углами. На передней панели все предельно просто, как будто дизайнеры решили: а давайте не будем усложнять, мы же не НАСА. Справа аккуратная, чуть туговатая ручка громкости. Крутится приятно, с легким сопротивлением. Как будто сам усилитель хочет, чтобы вы подумали еще раз, прежде чем сделать громко и будить соседей. Слева переключатели входов. Оптический, коаксиальный и аналоговый. Без сюрпризов, но выглядит солидно. В стиле «я все могу, но не выпендриваюсь». А вот сзади Vim слегка похулиганили. Там нет выпирающих штекеров, они утоплены в корпус, как будто боятся высунуться. Поэтому в комплекте лежат специальные бананчики, 4 штуки, фирменные. Как будто Vim говорит: мы сами все придумали, вы только вставьте как велено. Правда, все равно будет выпирать. Визуально задняя панель аккуратная, все на своих местах. Но если вы используете RCA коннекторы, которые больше похожи на термосы, будьте осторожны, в отверстия могут не влезть. Ну и вишенка на задней панели, кнопка включения. Именно сзади, как и положено настоящим усилителем мощности. Чтобы вы каждый раз вспоминали, это серьезная техника. Или чтобы практиковать использование нецензурной лексики, пока будете лезть за ней рукой вслепую на заднюю стенку. Пора ответить на главный вопрос. Почему Vim VBearLink это не настоящий усилитель мощности? Во-первых, потому что он не весит, как чугунная батарея с аудиофильским песком внутри. У нормального усилителя мощности масса начинается от «сломал спину, пока достал из коробки». Во-вторых, у настоящих усилителей на передней панели нет ручки громкости. Там вообще ничего нет. Там глухой алюминий и ощущение угрозы. А тут, пожалуйста, крути, регулируй, как будто ты на кухне выбираешь температуру для чая. В-третьих, переключение цифровых и аналоговых входов. Ну, вы поняли, аудиофилы в этот момент обычно хватаются за сердце. Настоящие усилки мощности принимают сигнал как есть, без всех этих кнопочек и лампочек. Но стоит признать, у VBearLink есть кнопка включения на задней панели. Да, как у взрослых. Это абсолютно неудобно, зато создает иллюзию профи-интерфейса. Хотя у Vim есть способ это обойти. Расскажу чуть позже, не переключайтесь. А теперь логичный вопрос. Если это не монстр-усилитель, что это вообще такое? VBearLink это мини-интегральный гибрид, который играет в усилитель с мозгами. У него встроен ЦАП, и вы можете подключить к нему все, что угодно через оптику или коаксиал. Стример Vim Ultra, Pro Plus, Mini, вся семья в сборе. Можно и телевизор подключить, или CD-проигрыватель, если вы все еще живете в 2003 году и гордитесь этим фактом. Так что в отличие от олдскульных мощников, которые на все смотрят с выражением «не трогай, меня убью», VBearLink действительно дружелюбен. Такой себе Wi-Fi усилитель на минималках, но с претензией. Первое подключение к сети слегка сбило меня с толку. Я открываю приложение Vim Home, и оно тут же находит VBearLink. Думаю, о, неплохо, быстро нашелся. И тут предложение обновить прошивку. Прошивку. Усилителю мощности.
Все, эпоха аналоговой романтики официально закончилась. Раньше, чтобы усилитель звучал лучше, ты грел его 40 минут. Сейчас качаешь апдейт. И это не все. Усилитель можно включать и выключать прямо с телефона, потому что физическая кнопка сзади. Это для тех, кто еще не перешел на темную сторону мобильных приложений. Это, конечно, удобно. Но это еще один аргумент в копилку, почему Viberlink не совсем классический усилитель мощности. Он как будто сам этого не отрицает. Просто молча обновляется, пока ты делаешь кофе, вручную перемалывая зерна. Да, вы успеете, ведь ваш мощник обновляется. Ну что ж, пора перейти к главному. Как же он звучит? Потому что красивый корпус и цифровые входы – это, конечно, мило. Но если звук, как у Bluetooth колонки за 40 евро, то все остальное – ржавые гвозди в красивом алюминиевом корпусе. Чтобы понять, как звучит усилитель, надо исключить все лишние переменные. Поэтому я подключил к Viberlink полочную акустику рефлектор Audio Stage. Модель, которая все еще находится в бета-тесте, но уже радует ровной АЧХ и стабильной фазой. В качестве источника миниатюрный VM Mini, подключенный по оптике. Запустил плейлист в Tidal, как обычно, в случайном порядке, чтобы поймать честные первые впечатления. Кстати, ссылка на плейлист в описании. Вдруг вы тоже хотите послушать то же, что слышал я. И вот что я вам скажу. Я не ожидал. Реально приятный сюрприз. За 369 евро это устройство играет аккуратно, сбалансированно, без привычных сюрпризов в виде заваленных низов или накрученных верхов. Все ровно, спокойно, чисто. Особенно радует поведение на малой громкости. Звук не рассыпается, не превращается в непонятное месиво звуков. Даже на первой, третьей громкости слышно все. Вокал, гитара, реверберации, воздух, бас, энергию. Хочешь слушать музыку поздно вечером? Пожалуйста. Не надо крутить эквалайзер в панике, что что-то не звучит. Что по текстуре? Вы будете слышать партию каждого инструмента. Не просто там где-то барабаны, а прямо вот они, барабаны. Серьезно, в этом бюджете это редкость. Обычно все слипается в кашу, как новогодний плейлист в супермаркете. Теперь сцена. С колонками рефлектор аудио. Viberlink рисует четкую панораму от края до края. Музыканты распределены уверенно, как будто они знают, где стоят. Глубина не 3 измерения, но на качественных треках слышно небольшое эшелонирование. Да, за эти деньги это уже роскошь. Атака? Тут все на месте. Каждая нота с началом, пиком и затуханием. Пусть не идеально, но она есть. Удары четкие, особенно на акустике, с хорошей динамикой. Почти аудиофильский опыт, если вы не из тех, кто спит на подушке из платины и серебряных кабелей. Минусы? Есть. Если выкручивать громкость больше 2/3, вот так вот, на полную, звук немного упрощается. Появляется подчеркнутая верхняя середина. И хотя это можно принять за больше деталей, аудиофилы поймут, это преукрашено. Идеальный диапазон громкости для Viberlink между первой и второй третью шкалы. Там он звучит максимально открыто, естественно и без искусственного лоска. А теперь бонус-трек. Я подключил виниловый проигрыватель TIC TN3B по RCA. И знаете что? Зазвучал. Не просто издает звук, а реально приятно слушается. Громкость почти на максимум, да. Сигнал от проигрывателя слабенький. Но звук мягкий, живой. Даже немного неожиданно кайфовый. Винил это вообще не про звук, это ритуал, история, пощелкивание. На волне этого успеха взял FIO M23, топовый портативник за 750 евро. Подключил к тому же RCA и через пару треков выключил. Стример VM Mini за 107 евро, подключенный по оптике, звучит просто лучше. Вы знаете, мне не обидно. Ну, почти.
Виберлинк определенно предпочитает оптический интерфейс, а RCA как запасной выход из вагона метро. Есть, но пользоваться им не хочется. Но все же винил заиграл. Почему? У меня нет однозначного ответа. Если у вас есть гипотеза, пишите в комментариях. Особенно если вы инженер, колдун, ну или просто уверены в своей правоте. Если хотите все это проверить лично, добро пожаловать в магазин-студию премиум Hi-Fi. Если лень отрывать булки с дивана, Ссылка на заказ в описании. Промокод премиум Hi-Fi 10 дает 10% скидки. И мы отправим вам усилитель в течение суток. Почти как Amazon, только с латвийским акцентом. И щупайте алюминий на здоровье и слушайте реверберации с обертонами. С вами был Аркадий Зенин, премиум Hi-Fi. Мы в Риге. Мы все еще соединяем людей со звуком, иногда успешно, иногда через обновление прошивки. Если вы досмотрели до конца, спасибо. Если вы просто заснули под мою дикцию, тоже неплохо. В любом случае, мы оба здесь, и это уже победа! На этом все. Да пребудет с вами сила. Ну, давайте честно, сила правильного источника, ровной акустики и правильного помещения. Все остальное – нюансы. Заходите в гости.